Если звонки от представителей службы безопасности банка кажутся вам верхом махинаций, иначе почему столько людей ежедневно теряют деньги? Эта статья изменит ваше мнение. Несколько раз продать мост, жить под фальшивым именем, менять личности, как перчатки, человеческая изобретательность не знает границ. Сегодня предлагаем вспомнить 15 громких и культовых афер в истории, которые достойны голливудских фильмов. Продажа Бруклинского моста. Развод, который стал классикой. Предположительно, он совершался Джорджем К. Паркером, аферистом XIX века, который продавал мост стабильно дважды в неделю несколько лет подряд. По схожей схеме он продавал Музей искусства Метрополитен, Статую Свободы и могилу генерала Гранта. Этот трюк стал таким популярным, что даже породил поговорку «Если ты в это веришь, то я продам тебе мост». Оригинальная схема Панцы. Схему Панцы лучше всего можно описать идиомой «укради у Питера, чтобы заплатить Полу». Человеком, в честь которого назвали инвестиционную аферу, был Чарльз Панцы, который заработал примерно 15 миллионов долларов всего за 8 месяцев, убедив десятки тысяч бостонцев, что он открыл секрет легкого богатства. Лжекняжна. В отличие от своей анимированной героини в мюзикле «Анастасия» 1997 года, настоящую дочь Николая II казнили вместе с остальными членами семьи в 1918 году. Однако сюжет фильма не выдумка. После казни царской семьи на протяжении многих лет то и дело появлялись самозванцы, которые утверждали, что являются выжившими детьми Романовых. Видимо, они надеялись получить известность и имперское богатство. Самой знаменитой из них была женщина по имени Анна Андерсон, которая десятилетиями изображала из себя Анастасию. Скандалы с телевикторинами в 1950-х годах. В 1950-е годы фальсификация результатов популярных программ была отдельной мошеннической схемой. Это был плод сотрудничества продюсеров и участников, которые стремились сделать шоу более интересным. Возможно, самым известным преступником был Чарльз Ван Дорен, чемпион Твента Ане, который был вынужден уйти с должности преподавателя в Колумбии, когда обман был раскрыт. Закат его мошеннической деятельности был показан в фильме «Телевикторина» в 1994 году. После скандалов общественное доверие к игровым телешоу стало настолько низким, что специально для защиты от обмана была придумана популярная интеллектуальная игра «Иопарды» с форматом ответ в форме вопроса. Настоящий волк с Уолл-стрит. Схемы Джордана Белфорта по принципу «накачать и сбросить» были разоблачены журналом Forbes еще в 1991 году, когда Белфорта описали как извращенную версию Робин Гуда, который грабит богатых и забирает деньги себе и своей веселой компании брокеров. За свои преступления Белфорт провел в тюрьме 22 месяца. В 2020 году он подал в суд на создателей своего биографического фильма на $300 миллионов, настолько же, сколько фильм заработал в прокате. Журналистская афера Стивена Гласса. В статье Vanity Fair 1998 года обманы восходящего репортера Стивена Гласса описывались как наиболее систематическое мошенничество в современной журналистике. Гласс шел на все, чтобы фальсифицировать свои сенсационные истории, создавая фальшивые веб-сайты и документы типа визитных карточек, и даже обманывая факт-чекеров, вставляя в свои материалы намеренно неверные детали в качестве отвлекающего маневра. Редакция журнала The New Republic, в котором Гласс работал на полную ставку, в итоге обнаружила фальсификации в 27 из 41 сюжета, которые предоставлял Гласс. В 2014 году, после того, как Гласс попытался переключиться на юридическую деятельность, Верховный суд Калифорнии отказал ему в допуске к адвокатуре штата, мотивируя свое решение тем, что опальный бывший журналист так и не смог реабилитироваться. Афера с Макмиллионами. Если вы когда-нибудь видели золотую букву «М», то вы точно знакомы с ежегодной рекламной акцией McDonald's Monopoly. Но вы можете не знать, что на протяжении значительной части своей истории бывший полицейский по имени Джером Джейкобсон фальсифицировал игру так, что он и его команда выигрывали почти все призы в течение 12 лет, пока ФБР не запустило спецоперацию. Окончательный ответ. Эта история настолько увлекательна и запутана, что легла в основу документального сериала от HBO под названием «Макмиллионы». Скандал с мошенничеством на «Кто хочет стать миллионером». В 50-х годах общество кишело мошенническими телеиграми, хотя на этот раз само шоу не имело ничего общего с обманом. В британском выпуске мегапопулярной программы майор Чарльз Ингрэм обманом проложил себе путь к главному призу. Он зачитывал каждый ответ вслух и ждал, пока человек из зала не закашляет. Когда Ингрэм слышал кашель, он понимал, что это правильный выбор. После его победы, это было в 2001 году, продюсеры тут же заподозрили что-то неладное. В ходе расследования схема всплыла наружу, и все трое преступников Ингрэм, его жена Диана и сообщник Тек Винуитек были признаны виновными в суде. В апреле 2020 года по мотивам этой истории вышел мини-сериал «Викторина. Афера Бернарда Мейдоффа».
В 2009 году Берни Мейдов был приговорен к 150 годам тюремного заключения за самую крупную, долгую и всеохватывающую схему Понци в истории. Очевидно, мошенничество на сумму 65 миллиардов долларов делает его одним из крупнейших воров всех времен. Судья отметил, что, в то время как несколько потерпевших свидетельствовали о разрушительных последствиях его преступлений, ни один из друзей или родственников Мейдофа не выступил с защитой или предложением положительно взглянуть на его жизнь или работу. Дело Мейдофа легло в основу телефильма «Лжец. Великий и ужасный» от HBO. Коррупция в FIFA. В 2015 году Министерство юстиции объявило обвинительное заключение по 47 пунктам против 14 обвиняемых, причастных к руководящей верхушке Международной федерации футбола. Их обвиняли в рэкете, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Скандальный стартап «Тиранос». Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Компанию Theranos, очевидно, от слов Therapy и Diagnosis, основала 19-летняя Элизабет Холмс, которая бросила Стэнфордский университет и пообещала произвести революцию в области анализов крови. На своем пике технология стоила 9 миллиардов долларов, однако разоблачение журналиста Джона Керейроу подтвердило то, о чем давно подозревали представители научного истеблишмента: технология просто не работает. Холмс и бывшему президенту компании Рамешу Сани Балвани выдвинули обвинения по 11 пунктам в мошенничестве и заговоре. В сентябре 2018 года компания закрылась. А в марте следующего года канал HBO выпустил документальный фильм о скандале «Изобретатель. Жажда крови в Силиконовой долине». Худший музыкальный фестиваль в Ире. В 2017 году весь мир в режиме реального времени наблюдал за самым провальным музыкальным фестивалем в истории. Посетители приехали в надежде запечатлеть в социальных сетях лучшие выходные в своей жизни, но, к сожалению, вместо вечеринок и музыкальных представлений они запостили в Твиттере фотографии жутких палаток и печально известного бутерброда с сыром. Фестиваль в Ире, который продвигали модели и инфлюенсеры, должен был стать эксклюзивным и роскошным мероприятием. Возможно, так и было бы, если бы основатели Билли Макфарланд и Джа Рул знали, как спланировать мероприятие, которое хотя бы немного будет соответствовать тому, что обещала блестящая реклама. Увы, они этого не сделали, и в итоге Макфарланда приговорили к 6 годам тюремного заключения за мошенничество. В январе 2019 года Hulu и Netflix выпустили документальный фильм о провале FYRE «Величайшая вечеринка», которая не состоялась. Лжемиллионерша Анна Сорокина. Анна Сорокина, известная для своих жертв как Анна Делви, не была никакой наследницей, вопреки ее словам. Хотя в течение короткого периода времени она жила как самая настоящая богачка, останавливалась в бутик-отелях, обедала в отмеченных наградами ресторанах и искусно манипулировала своими друзьями и деловыми кругами для оплаты своих счетов, заявляя о своей забывчивости или трудностях с доступом к заграничному траст-фонду на 60 миллионов долларов. В конце концов, ей вынесли приговор 4 года в тюрьме за обман друзей, банков и предприятий на сумму более $250 000. Если вы хотите узнать больше об этом деле, советуем почитать разоблачение от The Suit и эссе от Vanity Fair, написанное одной из жертв Сорокиной. В настоящее время эта история находится в работе нескольких голливудских студий. Операция Varsity Blues. В 2019 году федеральные прокуроры выдвинули обвинения против 50 человек по схеме, которая звучала как пародия на привилегии для богатых детей. Родители заплатили мошеннику Рику Сингеру десятки тысяч долларов, если не больше, чтобы гарантировать их ребенку поступление в элитные университеты. Абитуриенты позировали со спортивным снаряжением, чтобы убедить приемную комиссию, что они добились больших достижений в спорте, которым даже не занимались. Одной из преступниц оказалась актриса Лори Лафлин. Операция Varsity Blues, название расследования ФБР, которое выявило мошенничество, это история, полная приводящих в ярость подробностей, от фальшивых фотографий до легкомысленных родителей, выписывающих чеки за хорошие оценки АЦ. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.